Всем привет! Меня зовут Елена Ермина, и вы на моем канале по вязанию крючком и спицами. Сегодня мы будем с вами вязать спицами. Я предлагаю вам присмотреться к замечательной идее. Вот такой вот красивый, летний, ажурный жакет, либо кардиган, кофточку можно связать спицами. Узор, которым связана данная модель, настолько легко, просто и быстро вяжется, что вы даже удивитесь. Необходимо запомнить, как вяжется только всего лишь 2 ряда. Я очень люблю вязать такие узоры. Вяжутся они быстро. При вязании любых вещей, которые вяжутся таким узором, отдыхаешь, получаешь наслаждение от самого процесса вязания. Ну и давайте, конечно же, свяжем этот узор вместе и разберем принцип вязания. Для вязания данной модели жакета, кардигана, я вам рекомендую пряжу из летней серии. В каждом видео показываю вам эту пряжу Baby Cotton. Это итальянская коллекция, 100% мягкий египетский хлопок в 50 граммах 180 метров. Эта пряжа идеально подходит для вязания летних вещей крючком и спицами. Я заказываю только проверенную пряжу и ту, которая мне очень нравится. И я использую ее для вязания новых проектов, новых вещей. Ссылку на интернет-магазин, на пряжу и также промокод на скидку, размер скидки 5%, я оставила вам в описании под этим видео и в комментариях. Образец узора я буду вязать спицами номер 3. Вот такой узор мы сейчас с вами свяжем. Берите нитки, спицы и приглашаю вас на мастер-класс. Узор легко, просто вяжется, смотрится симпатично, интересно. И процесс вязания вам очень понравится. Обязательно свяжите этот узор вместе со мной. Давайте разберем, из чего же у нас состоит один раппорт. Количество петель в раппорте 12, 16 рядов. Вы набираете 12 петель для вязания одного раппорта, плюс одну петлю для симметрии узора, плюс 2 кромочные. Получается у нас 12 плюс 1 плюс 2, общее количество петель 15. Будем с вами вязать с 1 по 16 ряд. Необходимо запомнить вам только, как вяжется 1 и 2 ряд, и также 9 и 10. Все остальные ряды повторяются. Вид узора с лицевой стороны и вид узора с изнаночной стороны. У меня связан здесь в образце всего лишь один раппорт в ширину и один раппорт в высоту. Приступаем к вязанию легких нам петелек. На спицах набрано 15 петель. Приступаем к вязанию первого ряда. Кромочную снимаем. 1 изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Провязываю 2 вместе за передние стенки. Накид. 1 лицевая за переднюю стенку. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Провязываю 2 вместе за задние стенки. 1 изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Провязываю за передние стенки. Накид. 1 лицевая. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Петли развернула и провязываю их за задние стенки. Все, закончили вязать раппорт. Далее мы вяжем 1 петлю для симметрии узора, 1 изнаночная, кромочную провязываю изнаночной. Второй ряд мы вяжем с вами по узору. Кромочную снимаю. Над лицевыми петлями провязываем лицевые, над изнаночными накиды провязываем изнаночными петлями. Давайте второй ряд свяжем вместе. Значит, лицевая, изнаночная, накид изнаночной, 1 изнаночная, накид изнаночной, изнаночная, 1 лицевая, изнаночная, накид изнаночной, 1 петля изнаночной, накид изнаночной, 1 изнаночная, 1 лицевая,
Кромочную провязываем изнаночной. Далее мы с вами продолжаем вязать и вяжем 3, 5, 7 ряды точно так же, как мы вязали первый ряд. 4, 6 и 8 ряды мы с вами вяжем точно так же, как мы вязали с вами второй ряд. Я буду вязать за кадром. Я провязала сейчас 8 рядов. 3, 5 и 7 я вязала как первый ряд. 4, 6 и 8 я вязала как второй ряд. Продолжаем с вами вязать. Вяжем 9 ряд. Кромочную снимаем. 1 лицевая. Провязываю петлю за заднюю стенку. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Провязываю петли за задние стенки. 1 изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Петли разворачиваю. Провязываю вместе за передние стенки. Получилось у нас 1 лицевая. Накид. 1 лицевая. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 1 изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Петли развернула и провязываю 2 вместе за передние стенки. Накид. 1 лицевая. Вот эта крайняя петля лицевая, это петля для симметрии узора. В основу раппорта входит 1 петля и 12 петля. 13 петля, петля симметрии. Кромочную провязываем изнаночной. 10 ряд мы вяжем все петли по узору. Кромочную снимаем. 1 изнаночная. Накид изнаночный. 1 изнаночная. 1 лицевая. 1 изнаночная. Накид изнаночный. 1 изнаночная. Накид изнаночный. 1 изнаночная. 1 лицевая за заднюю стенку. 1 изнаночная. Накид изнаночный. 1 изнаночная. И кромочную всегда провязываем в четных рядах и в нечетных изнаночной. Все, связали с вами 9-10 ряды. Далее вы продолжаете вязать. Вяжете 11, 13, 15 ряды точно так же, как мы вязали сейчас с вами 9 ряд. 14, 16 вяжете точно так же, как мы вязали с вами 10 ряд. Связала я образец узора. Всего связано 1 раппорт в ширину и 1 раппорт в высоту. Общее количество рядов 16. Общее количество набранных петель 15. Раппорт узора 12 петель плюс 1 петля для симметрии узора и плюс 2 кромочные. Узор очень легко и просто вяжется. Необходимо запомнить только, как вяжется 1 и 9 ряды. А все остальное очень просто. Давайте еще раз повторим. Значит, 1, 3, 5, 7. Вот эти ряды вяжутся точно так же, как 1. 2, 4, 6, 8 вяжутся как 2. 9, 11, 13, 15 вяжем как 9. 10, 12, 14, 16 вяжем как 10 ряд. Данный вид узора подходит для вязания кофточек. Можно связать топ, майку, какой-нибудь летний жакет, кардиган, как вы видите на фото. И пряжа подойдет для вязания из летней серии.
Мне этот вид узора понравился, я обязательно его возьму себе в копилку на заметку и что-нибудь свяжу. Сейчас я вас приглашаю посмотреть каталог мастер-классов. Выбирайте любую понравившуюся модель, пишите мне в комментариях, какой мастер-класс вас заинтересовал. И я вам обязательно отвечу, как получить мастер-класс и присоединиться к вязанию. Мы вяжем на канале крючком и спицами. У меня есть модели по вязанию крючком и по вязанию спицами. Каталог мастер-классов. В описании под этим видео и в закрепленном комментарии вы найдете 2 ссылки, где проходят победительные мастер-классы. Или вы можете, выбрав модель, сразу же в комментариях мне написать «Хочу связать». Далее пишите название проекта, и я вам в комментариях отправляю ссылку на мастер-классы. Приглашаю вас связать блузку, тунику или платье. Название проекта «Крокус». Крокус вяжется крючком. По одному мастер-классу можно связать 3 вещи. Мастер-класс очень подробный, наглядный и состоит из 6 видеочастей. Вяжем крокус на любой размер, от 42 до 56 размера. Размеры я указала российские. Жду вас на мастер-классе. Будем вязать вместе. Следующая модель. Вяжем блузку жасмин на любой размер. По одному мастер-классу вы можете связать 3 вещи. Летний топ, блузку, либо тунику с рукавом 3/4 или длинным рукавом, кому как больше нравится. Видео мастер-класс очень наглядный и подробный. Блузку вяжем сверху вниз, по кругу, без швов. Также в мастер-классе я показываю, как вяжется по кругу каждый ряд узора. Всего здесь 3 вида узоров. И получается, что мастер-класс состоит из 10 частей. Очень наглядный, подробный, специально разработанный мной для начинающих вязальщиц, которые учатся вязать крючком. Если вам понравилась данная модель блузки, пишите мне в комментариях под этим видео «Хочу связать жасмин». Следующий проект. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию кардигана, жакета. Название проекта «Облака». Интересная модель. Вяжется сверху вниз. Реглан. Без единого шва. Можно связать на любой размер, который вы носите. Пряжа для вязания может быть любая. Это может быть однотонного, либо секционного окрашивания. Летний вариант и демисезонный. Данную модель кардигана можно носить круглый год. Мастер-класс «Облака» очень наглядный, подробный, состоит из 7 частей. Формат видео. Если у вас есть желание связать жакет, кардиган, название проекта «Облака», пишите мне в комментариях под этим видео «Хочу связать облака». И я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Приглашаю вас на мастер-класс. Будем с вами вязать блузку, кофточку. Название проекта «Любимка». Эта модель нравится очень многим рукодельницам, и многие уже из вас ее связали. Мастер-класс состоит из 8 частей. Вязание сверху вниз. Здесь я показываю, как вяжется росток, подрезы. В общем, разбираем все элементы вязания. Мастер-класс видеоформат, наглядный, разработан мной для начинающих рукодельниц. Если вам понравилась данная модель блузки, в комментариях под этим видео напишите «Хочу связать любимку». Не менее очаровательная блузка, которая вяжется крючком, регланом сверху вниз. Название проекта «Белоснежка». Мастер-класс состоит из 6 частей, разработанный мной специально для начинающих вязальщиц. Блузка «Белоснежка» вяжется не очень сложно, можно связать на любой возраст и размер. Она не очень сильно просвечивает. Есть желание связать, пишите в комментариях под этим видео «Хочу связать Белоснежку». И я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Замечательная модель под названием «Незабудка». По одному мастер-классу можно связать жакет или кардиган.
Мастер-класс очень подробный, наглядный, разработанный мной специально для начинающих вязальщиц. Состоит из 9 частей. Формат видео. Жакет незабудка можно связать на любой размер и на любой возраст. Может быть летний вариант и демисезонный. Все зависит от того, какую пряжу для вязания вы выберете. Модель жакета с вточным рукавом. Модель жакета классическая. Подойдет абсолютно всем. Такая базовая модель должна быть в гардеробе у каждой девушки и женщины. Если у вас есть желание связать жакет незабудка, либо кардиган, пишите в комментариях под этим видео. Хочу связать незабудку. Приглашаю вас на мастер-класс. Название проекта «Васильковое поле». Вяжем летнюю кофточку, футболку. Кофточка вяжется крючком на любой размер и можно связать на любой возраст, так как она не просвечивает. Мастер-класс продуман до мелочей. Идеально подходит для начинающих рукодельниц, которые хотят научиться вязать плечевые вещи. Присмотритесь к этой модели. Мастер-класс видеоформат состоит из 6 частей. Данную модель кофточки свяжет любая начинающая. Есть желание связать? Пишите мне в комментариях под этим видео. Хочу связать васильковое поле. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию летней кофточки, туники. Можно связать топ. Название проекта «Великолепный ананас». Данная модель связана крючком. Вяжется она снизу вверх. Круглая кокетка. Можно связать абсолютно на любой возраст и размер. Мастер-класс настолько подробный, что справится даже начинающая вязальщица. Мастер-класс состоит из 11 видеочастей. Особенно и настоятельно рекомендую присмотреться к данной модели начинающим вязальщицам-рукодельницам, которые только-только учатся вязать крючком. По одному мастер-классу можно связать 3 изделия: топ, тунику, кофточку. Название проекта «Великолепный ананас». Также в мастер-классе я показываю, как выровнять низ изделия. Есть желание связать данную модель? Пишите «Хочу связать великолепный ананас», и я вам дам ссылку на мастер-класс. Приглашаю вас на видео мастер-класс по вязанию универсальной модели, которая подойдет всем. Можно связать на любой возраст, на любой размер. Название проекта «Айсберг». Вяжем джемпер, пончо крючком. Вяжется здесь модель интересным способом, а как вязать, я вам все подробно показываю в 3 частях видео мастер-класса. Есть желание связать? Пишите мне в комментариях под этим видео. Хочу связать айсберг, и я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Далее будут проекты, связанные спицами. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию джемпера без рукавки. Название проекта «Листья Брунелла». Мастер-класс состоит из 6 видеочастей, где я наглядно показываю, рассказываю, как вяжется джемпер по кругу и без швов. Очень уникальная техника вязания. Мне кажется, вам она настолько понравится, что вы будете продолжать вязать таким способом все вещи. Есть желание связать? В комментариях напишите «Хочу связать листья Брунелла». Приглашаю вас связать джемпер спицами. Название проекта «Карамелька». Можно связать на любой возраст, также на любой размер. Мастер-класс очень подробный, наглядный, состоит из 4 частей. Формат мастер-класса видео, видеофайлы. В этом мастер-классе я вам покажу интересную технику вязания. Можно связать данную модель джемпера по кругу, прямыми обратными рядами. Мы вяжем с вами без швов. Есть желание присоединиться к вязанию? Пишите «Хочу связать карамельку», и я вам дам ссылку на мастер-класс. Благодарю, что досмотрели весь каталог мастер-классов до конца. Все мастер-классы видеоформат, попетельные, наглядные для начинающих. Есть желание связать? Находите ссылки в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии. Если не найдете ссылки, пишите в комментариях под видео «Хочу связать», и далее пишите название проекта, который вам больше всего понравился.
Это не все мастер-классы, которые у меня есть. Каталог будет постоянно наполняться и пополняться новыми моделями. Также я разрабатываю сейчас новую коллекцию по вязанию крючком и спицами. И будем с вами продолжать творить красоту, создавать уникальные вещи своими руками.